Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис and welcome на мой любимый YouTube канал. Представляю вашему вниманию мою авторскую сумку Candies, выполненную с деревянными боковинками из осенней коллекции сумок Али Фрэнсис. А прежде чем продолжить просмотр, пожалуйста, поддержите мое творчество, всего лишь нажав под этим видео на пальчик вверх и написав комментарий. Вам не сложно, а мне будет приятно. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и включите колокольчик для уведомления, чтобы быть первым, кто посмотрит мои новые видео. Для создания потребуется 2 мотка шнура карамель в цвете бордо, каркас для сумки, состоящий из 2 боковинок 22 на 11 см и планки 25 на 3 см, тропа длиной 120 см, пластиковая канва 60 на 41 см черного цвета, пластиковая игла, 2 магнитные кнопки, крючок номер 6, 2 полукольца. Для приобретения всего необходимого для сумочки Candies переходим по ссылкам в описании под этим видео. Вырезаем лист с количеством ячеек 41 на 106 и 41 на 5 ячеек. Располагаем канву лицевой стороны к себе. Изнаночная сторона, лицевая. Маленькая деталь снизу. И сшиваем с помощью пластиковой иглы. Оставляем начало нити. Сшиваем детали. Обратите внимание, что во время процесса вышивания необходимо будет сшивать между собой концы шнура. Обрезаем нить и прячем хвостики крючком. Начинаем вышивать с той стороны, где нет соединения. От края влево на вторую ячейку. Оставляем начало нити. Снизу вверх во вторую ячейку. При вышивании обязательно расправляйте шнур и с лицевой, и с изнаночной стороны. Хвостик я буду прятать сразу. Вытягиваем нить через ячейку левее. Вытягиваем нить через ячейку выше. Через ячейку выше. Через ячейку выше. Повторяем до конца.
Завершаем ряд. Второй ряд. Сверху вниз на вторую ячейку первого ряда. Вышиваем зеркально первому ряду. Третий ряд. Повторяем узор, состоящий из двух рядов. Вот что у меня получилось. Далее делаем обвязку края полотна, не прерывая нити, начиная в том месте, где завершили узор. С изнаночной стороны прячем нить. Теперь пришиваем планку к полотну с той стороны, где у нас нет соединения двух деталей. Соединяем с помощью пластиковой иглы. Пришиваем через крайние ячейки пластиковой канвы. Оставляем начало нити и соединяем. Пришили планку, спрятали нити, оформляем боковинки. Делаем обвязку соединительными петлями. Оставляем начало нити.
Продолжаем до конца отверстий. Обрезаем нить, вытягиваем петлю, затем вытягиваем нить на изнаночную сторону. И прячем ее с изнаночной стороны. Далее пришиваем полукольца. Первый ряд обвязки выполняем без полукольца. Во втором ряду обвязки пришиваем полукольцо. Осталось спрятать конец шнура под обвязку. Следующий этап – это соединение боковинок с вышитым полотном.
Вот что у меня получилось. Таким же способом пришиваем вторую боковинку. Устанавливаем магнитные кнопки на пластиковую канву, пряча усики под узором из шнура. Пристегиваем стропу. И моя авторская сумочка Candice готова. Если мой видеоурок понравился вам и был для вас интересным, то поддержите меня, нажав под этим видео пальчик вверх и написав комментарий. И обязательно отмечайте меня на своих фотографиях и в описании, даже если вы используете мои мастер-классы только как основу. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.